А с чего возникла такая необходимость замены пружин? У нас два автомобиля. На одном это Ford Mondeo. Здесь стоят пружины от дизеля. А дизельный двигатель, как вы знаете, он тяжелее. И с такими пружинами, которые не соответствуют тому, что придумал завод-изготовитель, машина жестче, морда у нее задратая, ехать немножко некомфортно. Будем менять на те, которые предусмотрены заводом-изготовителем. А на Сиере, на нашей, пружина просто от наших дорог лопнула, отломался один виток. Поэтому для этого мы и купили наши стяжечки. Сейчас будем их рассматривать. Вот мы показываем на снятой пружине, как оно выглядит. Его длина, ключ на 22 должен быть, шайба. Не знаю, выдержит эта шайба что-то или нет. И в комплекте две штуки. Ставить их надо обязательно один напротив другой. Так вроде качественно сделано. Видите, у этой стяжки есть один недостаток. Она слишком... Сам этот шестигранник под ключ, он слишком близко к пружине. Немножко неудобно. Но если сделать его на расстоянии чуть подальше, оно будет менее надежным. Ну, таким вот образом оно собирается. Вот их две. Одна напротив другой должна быть. И стягивать надо равномерно. Чуть-чуть там покрутили, чуть-чуть с другой стороны. Чуть с одной, чуть с другой. Сейчас вот ездят всякие. Вот. Упаковка. Видите, даже в инструкции написано равномерно. И вот такая инструкция. В принципе, все, что на ней написано. Модель H7071. Две штуки 380 миллиметров. Сейчас померяем вороток подскока. Под какой ключ? Головку. Чтобы вам было видно. Что в одном из магазинов они написали неверный размер. Сейчас тут померяем. — 21, да? Угу. А здесь он наверху под четырехгранничек. 6 миллиметров толщина. Должно хватить. Вставляется вороток. Не знаю, как оно в дюймах, забыл. 12 миллиметров, короче. А по поводу головки, оно 21 миллиметр. Вот у нас 22 головка. Она одевается. Но есть вот такой вот люфт. И крутить такой головкой, я думаю, не стоит. То есть, если есть у вас такая трещоточка, будет весьма удобно. А так 21 миллиметр. Вот так у нас обстоит ситуация с нашими дорогами. Кусок пружины у нас отпал. По сути, один виток. Вот он. И он очень гремит, когда едешь. Плюс пружина стала короче. Машину немножко перекосило на левую сторону. Ездить стало неудобно. Сейчас будем снимать. Теперь нужно будет снять стойку. Откручиваем здесь.
Если гайки давно не крутили, желательно ВДшкой побрызгать. Вот в таком состоянии пружина. Треснула в 2 местах. И вот наши новенькие стяжечки. Ну замечательно же, да? Или еще походило бы? Я думаю, походило бы. Ну ладно, еще 1040 походило бы, ну мы с коллегой жируем, поэтому будем менять на новую. Инструмент новый есть, значит надо менять. А вообще пружина нормальная, походила бы еще. А сейчас надо взять 2 стяжечки, одну напротив другой, попытаться на эту месиво поставить. Сейчас мы это сделаем и уже покажем вам результат, какой получился. Вот так эти стяжечки работают. Видите, ради вас, ради съемки берем и новую пружину практически меняем. Ради того, чтобы вам показать, как эти стяжки интертуловские работают. Вы же цените. Так бы пружина еще походила, а ради кадра приходится менять. Ну, своей задачей справились. Ну, а теперь берем стяжечки, будем стягивать пружины. Самое главное, надо браться не за самые крайние витки, иначе вы потом из-под стойки не сможете вытащить. Ну, примерно так оно получилось. Этого достаточно для того, чтобы сжать пружину. Видите, здесь виток может упираться в сам съемник. В принципе, не страшно. Функцию свою выполняет. Сейчас будем пружину ставить. Все установлено, собрано. Интертул справился со своей задачей.